Всем привет! Меня зовут Марина, и это канал Делаем Сами. Сегодня мы будем делать уникальный новогодний подарок. Эта огромная коробочка-сюрприз впечатлит получателя подарка не только своим размером, но и прекрасно подобранным подарком внутри. Сделать все это очень легко, и сейчас я покажу, как именно. Для начала из больших картонных коробок вырезаем 4 прямоугольника размером 27 на 25 см. Это будут боковые стороны коробочки. А также вырезаем 4 прямоугольника размером 25 на 12,5 см. Это будет основание коробочки. Начнем с основания. Два прямоугольника прикладываем друг к другу и скрепляем на прозрачный скотч. Сделать это нужно с двух сторон. С другими двумя прямоугольниками поступаем точно так же. В итоге у нас должно получиться два квадрата по 25 см. В принципе, удобнее сразу вырезать два квадрата таким размером. Но мне не хватило картонных коробок, поэтому пришлось сделать именно так. Теперь эти два квадрата нужно скрепить между собой. Я это буду делать, используя двусторонний скотч. Здесь очень важно скрепить квадраты так, чтобы их предыдущие линии скрепления были направлены в разные стороны. Так основание коробочки получится довольно крепким, и туда можно будет разместить тяжелый подарок. Далее к этому основанию прикладываю 4 больших прямоугольника, которые я показывала в самом начале, и скрепляю все на прозрачный скотч. Делаю это так, чтобы расстояние между деталями было примерно 3 мм, чтобы в дальнейшем наша коробочка легко открывалась и закрывалась. Все детали скрепляю на прозрачный скотч с двух сторон. Теперь основную часть коробочки нужно украсить. Сначала это сделаю с внешней стороны. Я для этого буду использовать вот такую новогоднюю упаковочную бумагу. Но с ней есть одна проблема. Рисунок направлен в одну сторону, а не хаотично. И если обклеить сразу такой бумагой, то на некоторых боковых сторонах рисунок будет перевернут, и это будет некрасиво смотреться. Поэтому сейчас я покажу, как с этим справиться. Из упаковочной бумаги вырезаем 4 прямоугольника размером 33 на 31 см. Во всех этих 4 деталях рисунок должен идти в одном направлении. Боковые стороны коробочки обклеиваю двусторонним скотчем, снимаю защитную пленку и приклеиваю прямоугольники из бумаги. Приклеить нужно так, чтобы по краям осталась свободная бумага. По углам отрезаем лишнее примерно под углом 45 градусов. Вот так должно получиться. Здесь бумагу можно подклеить на двусторонний скотч. Далее переворачиваю коробочку на другую сторону и отрезаю лишние уголки наверху. Оставшиеся края бумаги подклеиваю на двусторонний скотч. Вот таким образом все очень аккуратно получилось. Другие стороны нужно обклеить точно так же. В итоге у меня получилось вот так. Осталось спрятать центр. Для этого из той же упаковочной бумаги вырезаем квадрат размером 24 см и его аккуратно приклеиваем на двусторонний скотч. Здесь направление рисунка уже не имеет значения. Благодаря такому способу мне на всю коробочку хватило одной упаковочной бумаги размером 70 на 100 см. Внешняя сторона украшена, теперь нужно преобразовать внутреннюю часть. Начнем с места сгибов. Для этого из упаковочной бумаги вырезаю 4 прямоугольника размером 25 на 5 см. Изнаночную сторону обклеиваю двусторонним скотчем, снимаю защитную пленку и аккуратно приклеиваю на места сгибов. После этого переходим к боковым сторонам. Для них я вырезала из красной бумаги 4 прямоугольника размером 25 на 23 см. Их также ровненько приклеиваю на двусторонний скотч. И остался центр. Сюда приклею квадрат из упаковочной бумаги размером 23 см. Далее для украшения я распечатала новогодние пожелания и вырезала их в виде круга. Приклеиваю пожелания на боковые стороны, тоже используя двусторонний скотч. Дополнительно украшу небольшой зеленой мишурой. Аккуратненько приклеиваю по кругу, используя термоклей. Так пожелание смотрится уже совсем по-другому. Сверху я решила приклеить бантики. Мне кажется, так смотрится намного лучше.
Итак, основная часть коробочки готова. Далее я покажу, как сделать для нее крышку, а потом покажу, какой сюда можно сделать потрясающий подарок. Для изготовления крышки нам понадобится 4 прямоугольника размером 26 на 13 см и 4 прямоугольника размером 26 на 7 см. Крышка будет собираться точно так же, как и основание коробочки. Вообще для крышки нужен 1 квадрат размером 26 см, но мне не хватило больших коробок, поэтому приходится делать основание крышки из 4 прямоугольников. 2 прямоугольников будет недостаточно, крышка будет гнуться, поэтому поступаю именно так. К готовому квадрату прикладываю 4 маленьких прямоугольника и скрепляю все на прозрачный скотч с двух сторон. Далее поднимаю боковые стороны и присоединяю их друг к другу прозрачным скотчем. Таким образом и будет формироваться крышка. Крышка готова, теперь ее нужно украсить. Здесь тоже начнем с внешней стороны. Крышку я буду обклеивать уже другой упаковочной бумагой. Этот вариант будет хорошо сочетаться. Верхнюю часть обклеиваю скотчем, снимаю защитную пленку и приклеиваю на обратную сторону упаковочной бумаги. Эта бумага у меня довольно узкая, сразу полностью обклеить крышку не получится, поэтому я заранее сделала метки, куда приклеивать, чтобы хватило бумаги. А так на обклейку хватит квадрата 60 см. Далее с одной стороны надрезаем вот таким образом. С другой нужно сделать точно так же. На боковую сторону приклеиваю двусторонний скотч, бумагу выпрямляю, чтобы не было складок, и наклоняю крышку. Боковые края бумаги сгибаю на соседние стороны и подклеиваю на прозрачный скотч. А сверху лишнее отрезаю. Оставшуюся бумагу сгибаю вовнутрь, смотрю, как она ложится. Если есть лишнее, то отрезаю, а только потом уже подклеиваю на двусторонний скотч. Противоположную сторону обклеиваю точно таким же образом. После этого переходим к другим двум сторонам. Здесь упаковочную бумагу отрезаем так, чтобы она подходила под размер боковой стороны. Приклеиваю двусторонний скотч на боковую сторону крышки, а также по краю бумаги. Снимаю все защитные пленки, выпрямляю бумагу, наклоняю крышку и ровненько приклеиваю. После этого приклеиваю оставшуюся бумагу во внутреннюю часть. На противоположную сторону ширины бумаги мне не хватило, поэтому я отдельно отрезала подходящий кусочек упаковочной бумаги. По краю обклеиваю его двусторонним скотчем, с одного края снимаю защитную пленку, аккуратненько выравниваю и приклеиваю, чтобы совпал рисунок. А после этого снимаю дальше все защитные пленки и спокойно приклеиваю бумагу. Вот таким образом можно аккуратно обклеить крышку, если вам не хватило ширины упаковочной бумаги. В центр крышки приклею квадрат из бумаги размером 24 см. Здесь я его сделала двойным, потому что у меня остался кусочек упаковочной бумаги. Я решила его не выбрасывать, а приклеить вот таким образом. Сверху крышку украшу пышным бантом из бумаги. На моем канале есть отдельное видео с мастер-классом, поэтому, чтобы не повторяться, оставлю ссылку на видео в описании и в подсказке сверху. Коробочка полностью готова. И теперь я покажу, какой потрясающий подарок можно сюда положить. Для этого понадобится подарочная коробочка или баночка. Я выбрала этот вариант, потому что он больше всего подходит по цвету. Размещаю вовнутрь бумажный наполнитель. У меня есть отдельное видео, где я показываю, как его сделать из разных материалов. Ссылку вы найдете в описании и подсказке сверху. Первое, что я положу в подарок, это вот такую баночку-кружку для горячих напитков. У нее очень удобная крышка с трубочкой. Рядом размещаю вот такую красивую баночку с вкусняшками. Сейчас я покажу, как ее можно сделать. Для этого понадобится стеклянная баночка с крышкой. Мне больше всего понравилась вот такая необычная форма. Крышка у меня была цветная с помидорками, поэтому я заранее ее покрасила темной акриловой краской.
В баночку сыпаю растворимый какао, примерно до половины. Изначально какао было в такой яркой упаковке. В подарке она смотрелась бы не очень, поэтому я и решила все сыпать в банку. А вторую половину банки заполняю маршмеллоу и закрываю крышкой. Из красной ткани я вырезала что-то похожее на круг. Я использую фетр, у него не осыпаются края. Его прикладываю сверху банки и обвязываю бечевкой. Кстати, вместо ткани можно использовать и бумагу, например, пергаментную. При желании к бантику можно добавить тематическую бирку или открытку. Так тоже будет красиво смотреться. Вот такая новогодняя баночка с вкусняшками готова. Она здорово смотрится как отдельный небольшой гостиниц подарок, а также ее можно разместить в подарочный бокс. На заднем плане я размещаю хвойную веточку и шоколадку. И теперь я покажу, как можно красиво упаковать разные вкусняшки. Для первого примера я взяла печеньки Орео. Достаю их из упаковки. Далее берем прозрачную упаковочную пленку или рукав для запекания и складываем печеньки в виде цилиндра. Затем закручиваем печеньки в пленку и подклеиваем тонкими полосочками прозрачного скотча. Нижнюю часть ровненько складываем и подклеиваем на прозрачный скотч. А верхнюю обвязываем ленточкой и завязываем бантик. Получаются вот такие красиво упакованные печеньки. Согласитесь, такая упаковка выглядит намного праздничнее, чем оригинальная. Таким же образом можно упаковать вот такие трубочки с вкусняшками для молочных коктейлей. Здесь просто отрезаем прозрачную пленку подлиннее. Также закручиваем в упаковку и подклеиваем на прозрачный скотч. Нижнюю часть подгибаем и подклеиваем на прозрачный скотч. А верхний край пленки сжимаем и обвязываем ленточкой. Теперь эти сладкие трубочки смотрятся намного оригинальнее. Как вариант, к ленточке можно добавить маленькую новогоднюю игрушку, бирку или хвойную веточку. Эти вкусняшки размещаю в подарок. А оставшиеся пустые места заполняю карамельными тростями и елочными украшениями. Получился замечательный новогодний подарок. На самом деле я хотела сделать его больше, но мне просто не хватило места. Этот подарок размещаю в коробочку и закрываю крышкой. Получился потрясающий, атмосферный новогодний подарок. По-моему, это самая удачная идея подарка. Внутри можно разместить все, что угодно, и сделать коробочку в любой расцветке, даже не в новогодней. Я надеюсь, эта идея подарка вас впечатлила и порадовала. Пишите свое мнение в комментариях, очень интересно будет почитать. Дальше вас ждут новые интересные новогодние видео, которые я уже побежала готовить.